Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня представляю 4-й выпуск советов по вязанию. Кто-то наверняка знаком с ними, а кому-то, надеюсь, они пригодятся. Приятного всем просмотра. Если вам понравится это видео, я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Когда мы вяжем низ изделия или манжеты рукавов, чаще всего мы хотим, чтобы эта часть у нас была более узкая. То есть вот эти вот манжеты хотим, чтобы они были узкие. И низ изделия, сама вот эта вот резиночка, более плотно, чтобы она прилегала по фигуре. Конечно, количество петель у нас может быть большое. И когда мы закроем все количество, у нас будет резиночка более широкая. Поэтому лучше всего, если хотите, чтобы низ изделия, так же как и рукава, более плотно прилегали к телу, можно просто сократить какое-то количество петель. В данном случае в этом свитере 240 петель на спицах у меня было по кругу, и я сократила 10 петель. Кроме того, если вы хотите вязать после резиночки какой-то узор, и у вас не хватает этих петель, вы можете просто их добрать. Но добирать обязательно нужно прибавлять не накидами, потому что будут оставаться дырочками, а из ниже лежащей петли. Вот так. Смотрите, вот у нас петля. Это у нас будет стенка ниже лежащей петли. Мы ее набрасываем на спицу и делаем скрещенную. Вот таким образом. Вот мы добавили петлю, у нас не будет никакой дырочки. И вот эту вот следующую петлю также вы будете провязывать. Когда мы формируем пройму или горловину, можно избежать ступенечек, вот когда вот эти вот идут убавочки. Каким образом? Последние 2 петли мы не провязываем, нить оставляем перед работой. Так, разворачиваем вязание на другую сторону. И сейчас убавляем петли. За заднюю стеночку провязываем 2 петли вместе, вот эти, которые мы с вами оставили не провязаны, и подтягиваем. Так, и вот это вот нам даст шанс того, что у нас уже не будет ступенечек, вот когда будут вот эти вот убавки по горловине, допустим, или по пройме. Как рассчитать нужное количество петель для резинки 1 на 1 или для резинки 2 на 2? Если это у нас круговое вязание, если это резиночка 1 на 1, можно руководствоваться следующим способом. У нас резиночка 1 на 1, суммируем эти цифры. 1 плюс 1 это 2, значит количество набираемых петель должно делиться на 2. Если у нас резиночка 2 на 2 в круговом вязании, значит сумма этих чисел 2 плюс 2 – 4, соответственно, общее количество петель должно делиться на 4. Если у нас поворотное вязание, значит мы еще добавить должны 2 кромочные с одной стороны и с другой по одной петле. Когда мы набираем петли по краю горловины на круговые спицы, может возникнуть вопрос, сколько же петель мы должны набрать. Количество петель, которое должно быть набрано, можно подсчитать самым простым способом. Край вот этого нашего изделия разделим на участки, допустим, 10 сантиметров. И затем на этом участке наберем то количество петель, которое соответствует заданной плотности вязания. Плюс 3-4 петли ко всем набранным петлям. В данном случае у меня в 10 сантиметрах 24 петли. Это плотность вязания. Значит, я здесь на 10 сантиметрах наберу 24 петли. Дальше пойду следующий участок. Тоже наберу 24 петли. Но где-то я еще могу набрать 1-2 петли. То есть приплюсуем ко всем вот этим нашим петлям, которые мы набираем, еще 3-4 петли. И тогда у нас уже будет набрано нужное количество петель по краю горловины. Если вам не хватило пряжи и пришлось докупить, но не можете найти мотки из нужной партии, как в данном случае,
Цвет у нас 434 и в одном, и в другом мотке. Но партия, то есть лот, у нас отличается. Что можно сделать в данном случае? Вяжите попеременно один ряд нитью из одной партии и другой ряд нитью из другой партии. Несколько рядов. Достаточно, я думаю, будет 5-6 рядов. Через несколько рядов такого вязания можете продолжить уже нитью из новой пряжи. Так вы просто легко замаскируете возможные отличия оттенков пряжи, если они, конечно, есть. Когда мы вяжем свитер, джемпер регланом сверху вниз, необходимо примерять и помнить про то, что высота провязанного изделия сверху вниз должна быть чуть ниже, чем подмышка. То есть вот у нас идет реглан, и когда мы примеряем, в данном случае, вот здесь вот у нас заканчивается реглан, эта высота должна быть ниже, чем подмышка. И тогда уже можно соединять спинку и перед вместе и вязать уже дальше вниз. Как выполнить круглый вырез горловины? В месте, где по выкройке начинается вырез, разделим вязание на две половины. Вот здесь. Одну половину петель мы перенесем, то есть отложим на время, на дополнительную спицу. Вторую половину будем вязать, выполняя закругление. При этом нужно выполнить убавление на основе определенного расчета. Например, мы подсчитаем, что глубина нашего выреза будет равняться 32 рядам. То есть мы должны знать, сколько это сантиметров у нас будет глубина выреза. И, соответственно, по плотности нашего вязания в рядах подсчитать, сколько это будет в рядах. Наша высота, вот эта вот глубина выреза. Дальше мы должны знать, что мы должны будем закрыть, допустим, 24 петли. Половина петель. Всех у нас 48. Мы закрываем 24 петли на протяжении 32 рядов. В первом ряду мы закроем 6 петель. Далее в каждом втором ряду, то есть через ряд, 2 раза по 3 петли. Потом опять в каждом втором ряду через ряд 3 раза уже по 2 петли. И 2 раза по 1 петле. Дальше в каждом четвертом ряду 4 раза по 1 петле. И у нас получится вот такой вот круглый вырез горловины. Вторую половину выреза горловины вяжем симметрично. Для того, чтобы получить вырез горловины по переду глубокий, по центру мы должны с самого начала закрыть до 30% петель от всех петель, которые выделили для закрытия. Если мы хотим получить плавный вырез горловины, значит по центру сразу мы закроем 30% от всех петель, которые выделили для закрытия. И если мы хотим получить широкий вырез горловины, значит по центру мы должны закрыть 40-50% от всех петель, которые выделили для закрытия. Что касается выреза горловины на спинке. Опять же, на месте, где по выкройке начинается вырез, мы делим вязание на 2 половинки. Одну половину петель перенесем на спицы, на дополнительную спицу отложим на время, другую половину будем вязать, выполняя закругление. Для этого нужно опять выполнить убавление. Например, подсчитали, что у нас глубина выреза в сантиметрах, допустим, 3 сантиметра, а в рядах это 8 рядов. Значит, то есть по плотности нашего вязания у нас 8 рядов. Дальше. Ширина половины выреза равна 24 петлям. Всего у нас 48 петель мы закрываем. Значит, мы должны эти 24 петли закрыть на протяжении 8 рядов. То есть в 4 приема. Значит, убавлять будем цепочкой
Следующим образом, один раз мы закроем 10 петель, 2 раза по 5 петель и 1 раз по 4 петли. Вторую половину, естественно, будем вязать симметрично. И тогда у нас сформируется вырез горловины, то есть ворот на спинке. Если пришлось распустить наше вязание до какого-либо ряда, то лучше эти петли подхватить на спицы меньшего размера. В данном случае у меня, допустим, мы вязали 4,5 и распустили до какого-либо ряда. Тогда я буду набирать на спицы меньшего размера. Вот в данном случае у меня 4. И тогда эти петельки уже никуда не убегут. Мы не потеряем ни одной петли. Так будет легче набирать вот эти вот петли, которые нужно будет затем нам провязывать. V-образный вырез горловины. Он подходит практически всем. Визуально удлиняет шею и лицо, придает при этом стройность, и благодаря глубокому треугольному вырезу вся фигура будет казаться стройнее. При вязании детских вещей, пуловеров, свитеров, джемперов лучше выполнять рукава сверху вниз. И спустя какое-то время, когда ребенок немного подрастет, рукава можно надвязать, то есть удлинить. Это касается и низа изделия.